А ведь порой так и хочется выбраться из-под диктата привычности и обыденности и взглянуть на мир свежим, некоррумпированным избытком знаний взглядом. Вот, например, что вы себе представляете при слове «дворец»? Скорее всего, нечто пышно-барочное с колоннами, статуями и прочим декором, с длинными фасадами, развернутыми вдоль улиц, площадей и обширных пространств регулярных парков с бесконечными анфиладами залов и комнат, каждая из которых плавно перетекает в следующую, очаровывая, ошеломляя. Но ведь так было не всегда. Сами по себе фасады – придумка итальянских архитекторов эпохи Ренессанса Альберти Микелоцци Браманте, а анфилады и протяженные фасады и вовсе появились лишь во второй половине XVII века с постройкой знаменитого Версальского дворца Луи XIV. В России же первым дворцом анфиладного типа стал Большой Царско-сельский дворец, именуемый также Екатерининским, нынешний вид которого заслуга великого архитектора высокого русского барокко, итальянца по происхождению Франческо Бартоломео Растрелли. Впрочем, обо всем по порядку. Скоро ли, государь, все же изволить к нам выйти? После отвоевания ингерманландских земель у шведов Петр Великий дарит своей второй жене Марте Самуиловне Скавронской, в православии ставшей Екатериной Алексеевной, небольшую живописную усадьбу Сааремойс на невысоком холме возле пруда. Кстати, само название усадьбы с финского именно так и переводится – «мыза на холме». И это происходит в 1710 году и является свадебным подарком монарха своей невесте. Сама свадьба будет сыграна в следующем 1711 и в том же 1711 Екатерина нанимает архитектора Йогана Браунштейна для постройки каменного летнего дворца и разбивки рядом с ним регулярного, по моде того времени, сада. Дворец был небольшим, всего в 16 светлиц, и вид имел типичный для построек петровского барокко, компактный, с высокой двускатной крышей и высоким крыльцом. Став императрицей, Екатерина любила здесь бывать в летние поры, в силу чего дворец стали называть Екатерининским. По смерти ее Саарская мыза именно так трансформировалась в русском языке. Исконное наименование этого места перешла по наследству к ее с Петром Алексеевичем дочери Елизавете, где последняя и прожила практически все царствование своей тетки Анны Иоанновны. Вступив же на престол, Елизавета Петровна решила превратить доселе скромную усадьбу в самую роскошную в Европе резиденцию, способную переплюнуть пресловутый Версаль. Всего за 20 лет ее правления на перестройку Екатерининского дворца ушло 15 лет и бесчисленная сумма денег. Одних только архитекторов поменялось 4. Начал Земцов, один из архитектурных любимчиков ее отца. После него вступил в работу Квасов, затем его сменил Савва Чевакинский, тот самый, что воздвиг в Петербурге Никольский морской собор, а уже его сменил обер-архитектор двора Ее Величества Растрелли. Именно последний протянул фасад дворца на 88 с лишним метров и спроектировал парадную анфиладу залов, именуемых по итальянской традиции антикамерами, и сделал это первым в России. Анфилада эта, протянувшаяся на 300 метров, была начата в 1752 и закончена через 4 года, в 1756 году. Однако, увы, наслаждаться красотами нового дворца императрицы было суждено всего-то ничего 5 лет. В конце декабря
1761 года она скончалась от горлового кровотечения, и после некоторых дрязг, именуемых дворцовыми переворотами, на престол вступила София Августа Федерика фон Агельцерц. Православие тоже Екатерина Алексеевна, получившая порядковый номер вторая и прозвище Великая. Так вот, Екатерина II тоже почему-то сильно полюбила Царскую Мызу, переименованную в более приемлемое для русского уха Царское Село, и позднее опять-таки переделанное в еще более привычное уху Царское Село. А вот пышный барочный стиль, которым мы сможем насладиться буквально через считанные секунды, она просто терпеть не могла, в связи с чем во дворце вновь начались работы по переделке, и первым делом изменился фасад бокового флигеля, выходящий на собственный садик Екатерины. Его в палладианском стиле перестроил Юрий Фельтен. Что же касается парадных залов, то даже у Екатерины II не поднялась рука на то, чтобы порушить такое великолепие, и приглашенный ей из Британии еще один верный палладианец Чарльз Камерон перестроил во дворце лишь ее личные покои, да устроил на месте бывшего китайского зала парадную лестницу, украсив ее в память об изначальном назначении помещения китайскими фарфоровыми вазами. Впоследствии, кстати, парадная лестница подверглась еще одной переделке во времена Александра II, когда вернулась мода на пышные архитектурные стили, так называемая эпоха архитектурного историзма или попросту эклектики. Скромный вид парадной лестницы было решено заменить мраморной отделкой и стилем второго рококо, что и было осуществлено в 1860-х годах по проекту итальянского архитектора Манигетти. Вот единственное, что здесь осталось от изначального декора, так это китайские вазы, как ни странно, крайне гармонично вписавшиеся в новый интерьер. Что же касается прочих помещений Большого дворца, то помимо оставшихся в неприкосновенности парадных антикамер Растрелли, прочие интерьеры многократно переделывались, в частности при Александре I, внуке Екатерины II, под руководством архитектора Стасова. И несмотря ни на что, самой лучшей, самой прекрасной, самой светлой, наконец, частью Екатерининского дворца остается Растреллиева парадная анфилада, получившая название «Золотой» и по факту пышностью своей переплюнувшая роскошь анфилады в Версале. И вот, наконец, мы во дворце. Елизавета Петровна была женщиной, роскошной во всех отношениях, красива лицом, осаниста и высока в знаменитого своего папашу. Вы ведь помните, что рост Петра Великого превышал 2 метра. Рост же самой Елизаветы Петровны был больше 178 сантиметров, что делало ее особой не только в переносном, но и в прямом значении, на голову выше окружающих ее дам. К этому стоит добавить весьма пышные формы, и мы получим портрет дамы, которая просто физически обязана постоянно пребывать среди пышности и роскоши. И вправду золото императрица любила, и в этом была весьма понимаема своим обер-архитектором Растрелли, который ради нее и спроектировал эту немыслимо надутую анфиладу антикамер дворца. 120 килограммов без малого сусального золота высшей пробы ушло на покрытие декора всех этих рам, ракайлей, листьев аканта и так далее. Но все это великолепие не продержалось и одного десятилетия.
К концу правления Елизаветы Петровны вся эта позолота облупилась, стерлась, потрескалась и, в общем, вид возымела совершенно непрезентабельный. Екатерина II, заняв дворец после предшественницы, помимо того, что испытывала отвращение к барочной пышности, так еще и решила отказаться от избыточных трат. И дело тут не столько в рачительности, сколько в предпочтении собственных вкусов и особенностях характера. Недаром сама о себе она однажды сказала: «Если бы я была мужчиной, то была бы убита, не дослужась и до капитанского чина». Поэтому позолоту как на фасаде, так и в залах Большой галереи либо закрасили желтой охрой, дешевой краской с толчеными песчинками латуни, либо сами украшения были демонтированы и заменены на более простые. Но народ наш, как известно, парадоксален, и нет, чтобы порадоваться бережливости новой императрицы, решившей пустить средства на более важные государственные дела, так придумали совершенно невероятную легенду, историю, якобы разыгравшуюся здесь, в Екатерининском дворце, тотчас по переезде сюда императрицы вместе со двором. Так вот, якобы в яркий солнечный денечек лучи небесного светила так взыграли на полированных растрелиевых золотых узорах, что фрейлины Ее Величества, как раз находившиеся в этих блещущих золотом залах, так раскричались на весь дворец: «Пожар! Горим! Спасайся, кто может!», что породили натуральную панику среди всей челяди. И паника эта из дворца перекинулась в парк, оттуда и на все царское село, спровоцировав поистине адское столпотворение. Утверждалось также, что были и человеческие жертвы, причем в немалом количестве. И благо бы такое случилось единожды. Весь этот переполох повторялся якобы трижды, и вот после третьего раза Екатерина, наконец, приняла таки же решение о том, чтобы всю эту тревогообразующую лепнину перекрасить, пусть и в более дешевый, зато абсолютно безопасный вид. И тут началось, опять-таки по легенде, еще одно а-ля вавилонское столпотворение. Разыгралась битва среди подрядчиков. Кто конкретно будет счищать остатки позолоты? Вроде как иные даже немалые взятки пытались всучить распорядителям всего мероприятия. Даже сумму конкретную называли 20 тысяч червонцев. Не знаем мы, сколько это будет в сегодняшних денежках, но сумма явно супервнушительная. Сколько же там еще было золота, даже остаточного. История умалчивает о том, кто же все-таки выиграл контракт, но факт лишь в том, что золото со стен, рам и украшений исчезло и сменилось непривлекательной бронзовой охрой. По чести сказать, императрица периодически закрывала глаза на схожие происшествия. Однажды, например, в нашем царском селе императрица, проснувшись ранее обыкновенного, вышла на Дворцовую галерею подышать свежим воздухом и увидела у подъезда нескольких придворных служителей, которые постепенно нагружали телегу казенными съестными запасами. Екатерина долго смотрела на эту работу, незамечаемая служителями, и, наконец, крикнула, чтобы кто-нибудь из них подошел к ней. Воры оторопели и не знали, что делать. Императрица повторила приказ, и тогда один из служителей явился к ней в величайшем смущении и страхе. «Что вы делаете?» – спросила Екатерина. «Вы, кажется, нагружаете вашу телегу казенными припасами». «Виноваты, Ваше Величество», – отвечал служитель, падая ей в ноги.
чтобы это было в последний раз», — сказала императрица. «А теперь уезжайте скорее, иначе вас увидит обергов-маршал, и вам жестоко достанется от него». Таковы были екатерининские шуточки. Что же до наших залов, то они так и стояли в убогом виде практически до второй половины XIX века, когда уже во времена Александра II была предпринята грандиозная реставрация с частичной реконструкцией дворцовых интерьеров, и Растреллиевы изыски были возрождены в первоначальном блеске. Любопытно, что ранее сказанное про снятие позолоты считается всего лишь легендой, не подтвержденной никакими архивными документами. Но эта история повторилась, и уже как факт, в годы Великой Отечественной. Тогда в Царском Селе, переименованном к тому времени в Детское село, с конца 1941 по 1944 годы хозяйничали нацисты. Что произошло с янтарной комнатой, жемчужиной Екатерининского дворца, история отдельная, и узнать ее вы сможете, пройдя по ссылке под видео. Но враги не ограничились кражей янтарных панно, как последние нищеброды. Хотя, почему как? Перед тем, как оставить дворец и взорвать его, они соскоблили всю позолоту дворцовых интерьеров и даже пытались прикарманить позолоту с куполов дворцовой церкви. Последнее, впрочем, у них не получилось. Наши снайперы били четко по живым мишеням, а вот внутренности дворца пострадали страшно, и при восстановлении интерьеров сусальное золото реставраторам пришлось класть практически с нуля. И пожар здесь, конечно, сыграл свою роль. Только не тот, вымышленный фрейлинами, а суровый, настоящий, ибо значительную часть Екатерининского дворца немцы сожгли. Читаем мы в блокадном дневнике. В огне погибли знаменитая Растреллевская 300-метровая анфилада парадных залов. Погибла знаменитая антикамера зала ожидания, отделанная Растрелли. Разграблена изумительная по своей отделке дворцовая церковь, одно из лучших произведений Растрелли. При отступлении в январе 1944 года немецкие захватчики подготовили полное уничтожение того, что еще оставалось от Екатерининского дворца и примыкающих к нему зданий. С этой целью в нижнем этаже сохранившейся части дворца, а также под Камероновой галереей было заложено 11 больших авиабомб замедленного действия весом от 1 до 3 тонн. Трое суток с 1 по 4 февраля 1944 года потребовалось минерам и пожарным для завершения операции. Огонь был остановлен у стен, хоть и разграбленного, но частично сохранившего фрагменты архитектурно-декоративной отделки большого зала дворца, что оставляло надежду на его будущее восстановление. Предотвращен подготовленный фашистами взрыв авиабомб. Сохранена значительная часть Зубовского флигеля. Нигде огонь не был допущен в первый этаж дворца. И это был третий пожар в Екатерининском дворце. Первый приключился в 1820 году, и унять его, по преданию, удалось с помощью святой иконы Божьей Матери, вынесенной из церкви. Увидев икону, Александр I будто бы воскликнул: «Матерь Божья, спаси мой дом!» Рассказывают, что в эту минуту переменился ветер, и пожар быстро прекратился. Второй известный пожар случился в июне 1863 года, и на этот раз уже по указанию Александра II икону вынесли из церкви и обнесли вокруг дворца. Пламя, еще мгновение назад не поддающееся пожарным, тут же стало затихать, а позже стал накрапывать дождик. Император любил такую погоду и вышел прогуляться по аллеям Царско-сельского парка.
Однако даже дождик не помешал группе дам собраться посмотреть на царя. Когда же царь поравнялся с ними, то многие в знак почтения опустили зонтики вниз. «Пожалуйста, — сказал государь, — поднимите зонтики, мадамс, не мочитесь». «Для вашего императорского величества мы готовы и помочиться», — ответили дамы хором. Впрочем, все это было гораздо позже. При Екатерине же Великой пожары здесь были невозможны, ибо царил порядок прямо-таки государственный, и Екатерина готова была подчеркивать это при каждом удобном случае. И подтверждает сие один прелюбопытнейший случай. Рассказывают о курьезе, произошедшем с известным любителем музыки бароном Черкасовым. В Большом дворце выделили комнаты, куда он мог приезжать в любое время. Однажды ему почему-то помешали ветви деревьев перед его окнами, и он приказал их срубить. Екатерине это не понравилось, и она надумала найти способ досадить барону. Придя однажды в отсутствие Черкасова в его покое, она разбросала и перемешала все ноты, которые у него всегда находились в порядке. А затем, увидев огорченного и разгневанного Черкасова, как можно мягче говорила: «Понял, мол, теперь, как неприятно, когда кругом беспорядок». И вот теперь, после обзора большого и золотого залов, переходим к кавалерской и белой парадным столовым. Любопытнейшая деталь. Обе они расположены рядом с парадной лестницей по разные ее стороны. Интерьер кавалерской ныне являет тот самый вид, каким его задумывал Растрелли. Белые стены с обилием позолоченных и барочных завитков, и множество зеркал. И резким контрастом к этому барочному великолепию выступает большая изразцовая печь, покрытая дельфтской керамикой. Однако при всем кажущемся диссонансе разность декоров создает определенную гармонию, некую особую фишку, наделяя сравнительно небольшое помещение с одной стороны пышностью и великолепием, а с другой наполняя ее почти домашним уютом. Гвоздь кавалерской столовой – большой, по-барочному изогнутый обеденный стол, сервированный 3 орденскими сервизами, выполненными еще во времена Екатерины II. Само собой, эти сервизы, украшенные символикой орденов Святого Георгия, Святого Владимира и Андрея Первозванного, и дали название столовой. Здесь принимали кавалеров этих орденов. Кстати, сегодня слово «орден» стало синонимом орденского знака, то есть некого ювелирного украшения, которое вешают на грудь в знак признания неких заслуг. Во времена Екатерины, да и вообще всего существования Российской империи, орденом именовались элитные союзы, куда принимались опять-таки за заслуги перед монархом и отечеством, а сами ленты, кресты и усыпанные драгоценными камнями орденские знаки были лишь признаками, подтверждающими членство в определенном ордене, то есть удостоверяли статус кавалера, что в России было аналогично статусу рыцаря в европейских странах. Белая же парадная столовая, и вот она перед вами, оформлена в классическом стиле и украшена картинами Йоганна Гротта на тему охоты и охотничьих трофеев. Сервиз здесь гораздо более поздних времен. Он принадлежал императрице Марии Федоровне, матери последнего российского царя. Любопытно, что, несмотря на наличие сразу нескольких помещений для приема пищи, императорские особы, не говоря уже о челяди, ими практически никогда не пользовались по прямому назначению. Елизавета и Екатерина предпочитали есть в небольших помещениях возле спален, а монархи, обитавшие здесь после них, даже жить предпочитали в других дворцах.
сохраняя Екатерининский лишь для особо торжественных церемоний. Порой здесь устраивали званые обеды, но это было делом нечастым, к тому же не столь гастрономическим, сколько протокольным, да и шикарные сервизы со столовым серебром слишком хороши, чтобы с них есть. Это и впрямь произведение искусства, на которое стоит смотреть и восхищаться, но отнюдь не что-то иное. Но, несмотря на это, кое-какие сущности сюда все же захаживали, и довольно часто. Сейчас быстренько пробежимся по залам и вернемся к ним. Не переключайтесь. Как мы уже видим, Екатерининский дворец – рекордсмен среди дворцов по количеству столовых. И если бы в XVIII веке существовала книга рекордов Гиннесса, то он бы, безусловно, оказался там упомянут. И не единожды. Во-первых, благодаря самому протяженному в России, а может и во всей Европе, фасаду более 800 метров. Во-вторых, самая протяженная анфиладе комнат, антикамер, спланированных Растрелли, занимавших половину указанного фасада. В-третьих, благодаря самому обширному, около 1000 квадратных метров, и самому высокому, 2,5 этажа в высоту, тронному залу. Наконец, этот дворец – лидер по количеству золота, пошедшего на его украшения, как изнутри, так и снаружи. И да, Екатерининский дворец – своего рода рекордсмен по числу явлений призраков, причем двух видов – призраков-двойников, то есть доппельгангеров, и призраков усопших. Правда, призраки эти являлись не просто так абы кому, но каждое их явление было своего рода зловещим предупреждением, кроме одного разве что. Итак, в хронологическом порядке. Первое видение призрака случилось здесь еще при Елизавете Петровне, когда шли отделочные работы во дворце. Сама императрица пребывала в Петербурге, лишь периодически наведываясь в Царское Село, причем в окружении огромной свиты. Тем более было удивительным увидеть ее в полуночный час, прогуливающуюся в гордом одиночестве по пышным и пустым антикамерам Екатерининского дворца. Во всяком случае, встречу с призраком описывал сам Растрелли и некоторые рабочие, находившиеся рядом. Удивительным, особенно удивительным в этой встрече были два момента. Во-первых, никто не слышал ее шагов, а императрица, обладая высоким ростом и грузным весом, да еще и имея обыкновение носить туфли с металлическими подковками на каблучках, всегда была слышна задолго до своего появления. Второе, она, любившая побалагурить, ни на минуту не умолкала, а тут была молчалива. Собственно, поначалу ее приняли за реальную императрицу и даже поздоровались, кто рассыпавшись глубокими поклонами, кто пав ниц. И лишь через несколько дней, когда Елизавета воплоти прибыла во дворец, мастера поняли, что встречались с призраком-двойником. Императрице о том доложили, и поначалу она не придала значения этому видению, которое спустя некоторое время повторилось. И тогда Елизавета приуныла, сказав, что смерть ее не так уж и далеко. Впрочем, это никак не повлияло на ее веселый нрав и на страсть к застольям. Даже приснившийся ей накануне смерти сон, в котором она узрела себя, лежащей в гробу, не отменил торжественный банкет, назначенный на следующий вечер и ставший для нее последним, ибо в разгар веселья и застолья Елизавета Петровна внезапно побледнела, указав рукой куда-то вперед себя, и, пытаясь что-то сказать, подавилась пищей, находившейся у нее во рту. Удушье было смертельным. Спасти императрицу не удалось. Екатерина же II, или Великая, освоив дворец лишь после нескольких лет после воцарения, решила прежде всего достроить то, без чего жить
в нем не могла целую сеть купалин, расположенных как в самом дворце, так и разбросанных в парке поблизости. В частности, к дворцу были пристроены по проекту Камерона купальни в античном или, как тогда говорили, помпейском стиле, именуемые также агатовыми комнатами. К комнатам пристроили галерею для прогулок, получившую название по имени архитектора Камероновой. В то же время интерес императрицы, вдовствующей, заметьте, к молодым мужчинам, был притчей во языцах среди придворных, в силу чего, памятуя об известной эротической книге эпохи Возрождения, галерею эту прозвали Декамероновой, а с призраками ее связывает то, что именно в ней появился силуэт недавно скончавшегося вследствие неудачного падения с лошади в Екатерининском парке юного фаворита Екатерины, графа Ланского. Впоследствии силуэт этот, или точнее призрак, неоднократно видели придворные, да и сама великая императрица в парадных залах дворца, из-за чего в последние годы жизни Екатерина страшно боялась туда заходить. Но в ночь на 2 ноября 1796 года фрейлины, дежурившие у спальни императрицы, увидели, как она опять-таки бесшумно выходит в ночной сорочке, ночном колпаке и со свечой в руках и направляется в тронный зал, куда не наведывалась уже более года. А спустя 5 минут фрейлины услышали доносившийся и, казалось бы, покинутой спальни звонок, сильно удивились, но вошли и застали императрицу в ночной сорочке и колпаке, сидевшую на кровати со свечой в руке и в сильном смятении, рассказывающую им, что вот кто-то буквально 5 минут назад грубо помешал ей спать. Императрице доложили о видении, после чего она в сопровождении фрейлин направилась в тронный зал, помещение которого заливал странный, отдающий тоской зеленоватый мертвецкий свет, а на троне сидел бледный двойник Екатерины в полном облачении. От увиденного императрица, вскричав, упала в обморок, а спустя 2 дня ее сразил апоплексический удар, от которого она скончалась на 3-е сутки, не приходя в сознание. В записках царствующих особ и их челяди содержится еще несколько упоминаний о призраках, являвшихся в парадных залах Большого царскосельского дворца. То Александру Первому привидится его бабка Екатерина II, то племяннику Александра I, Александру II, привидится дядя Александр I, то Николаю II, последнему августейшему обитателю царского села, привидится дед Александр II. И каждый раз после таких видений императоров ждала беда. Александр I после свидания с призрачной Екатериной укатил в Таганрог, там и помер. Александр II, узрев дядю, помершего в Таганроге, отправился с инспекцией в Манеж и был взорван бомбой народовольца Гриневицкого. Николай же II увидел призрак деда буквально перед отправкой в ставку командования в Могилев в начале 1917 года. В Петербург и Царское Село царем он больше уже не вернулся, хотя и после отречения прожил здесь еще какое-то время, правда не в Екатерининском, а в соседнем Александровском дворце. О явлении двойников или же доппельгангеров нам известно из многочисленных мемуаров фрейлин обеих императриц, отличавшихся во внеслужебное время изрядной болтливостью. А о двойнике Екатерины на троне пишут также французский король Луи XVIII и товарищ Дидро. Видение Александра I зафиксировано в записках маркиза де Кюстина. О видении последнего российского императора поведал нам его личный дневник.
Вот ведь интереснейшие же были времена. Цари во плоти встречались со своими двойниками и родственниками-призраками, и все было окутано манящим мистическим ореолом в этих дивных растрелиевых интерьерах. А после сначала пришел гегемон, потом пришли нацисты и, отступая, попытались взорвать и поджечь дворец. И лишь спустя без малого десятилетия после освобождения начались реставрационные работы. Так вот, в это самое десятилетие между 45-м и 56-м годами местные жители на обугленных руинах Екатерининского дворца несколько раз видели форменное привидение в типичной немецкой каске. Привидение это было пугливо и что-то шпрехало, бормотало на немецком, что-то громоздкое, резкое, агрессивное, враждебное и малопонятное. Прокричавшись, и исчезала, таяла в воздухе, стоило навести на него два сложенные вместе пальца, указательный и средний, и сказать «тра-та-та-та». Ерунда в том, что никто этого призрака не боялся и даже не пугался. Некоторые называли его фрициком или фырциком. Как-то само собой он, этот невесть кого призрак, со временем окончательно растворился в строительной пыли реставрируемого дворца. И больше здесь никто никаких призраков не видел. Отчего же, спросите вы, в Большом Царско-сельском дворце такое раздолье для призраков? По нашему мнению, основанному на трудах исследователей этих мест, все дело в историческом контексте, уходящем корнями аж в IX век, ко временам норманнов, именуемых также варягами Русью, с подвижниками небезызвестного Рюрика. Так вот, Сааремойс, место на возвышенности, непростой топоним. Скорее всего, возвышенность это нормандские курганы, место упокоения воинов русов. Недаром эти места считались сакральными и во времена, когда здесь были владения Новгорода, и позже при шведах, которых, как мы помним, выгнал отсюда Петр Великий. И не случайно именно эти священные земли подарил он супруге своей Екатерине. Правда, великий император не знал, что священное – это не всегда позитивное, и что духи древних воителей ревниво охраняют сии места. Вряд ли случайно весьма скорая смерть и самого императора, и его вдовы, случившаяся спустя год. И уж абсолютно точно не случайное явление призраков во дворце, стоящем над древними курганами. Призраков, правда, предвестников всяких бед, здесь больше нет. Все-таки хорошо, что они привелись.